But you sees not me. Но ты же видишь, что это не я. Автор Тон-Тон читает Кэти Вилд. Они входят в город на рассвете и ненадолго тормозят у цветастого плаката. «Праздничек», — хмыкает Тэхён и заворачивается в плащ плотнее. Красный нос вызывающе торчит из пушистого капюшона, и очень Чонгуку нравится. По крайней мере, нравился бы точно, если бы он мог что-то почувствовать. Чувствовать он не может, поэтому выдыхает равнодушное «мозги» и пялится в Тэхёнову спину, просто чтобы хоть куда-то пялиться. Тэхёнова спина красивая. Наверняка ничем не отличается от других спин, но смотреть на нее приятно. Наверное. Чонгук все еще не уверен, способен ли отличить приятно от никак. Но сейчас при взгляде на Тэхёнову спину ему никак чуть-чуть сильнее, чем обычно. Прогресс. Тэхён переводит взгляд с плаката на соседний, тычет в один, ухмыляется. Смотри, требуют свободы для зомби, отмены рабства, прекращения угнетения. Чувствуешь себя угнетенным? Чонгук не чувствует себя никак. Они мотаются по дорогам уже 2 недели, ночуют в дешевых ночлежках. Потом опять идут куда-то, и он почти готов признать, что у Тэхёна, очевидно, нет никакой цели. В этом они очень похожи. На этом сходства заканчиваются. Даже несмотря на то, что Тэхён настоял на скорейшем посещении парикмахерской и общественной бани, Чонгук все еще отличается от него всем, чем только можно. Например, тем, что он вроде как мертв, а Тэхён нет. Он дышит, живет, его сердце бьется. Чонгук проверял. Просто эксперимента ради. Во время одной из ночевок, засунув под Тэхёнову хлопковую рубашку свою ладонь с аккуратно подстриженными ногтями. Аккуратно подстриженные ногти — это гораздо удобнее, чем длинные ломкие, с грязью под ними. Чонгук, наверное, даже благодарен Тэхёну за такую работу. И если бы мог что-нибудь изобразить на лице, изобразил бы признательность. Вместо этого, во время стрижки ногтей, он лишь единожды посмотрел на Тэхёна, а не сквозь, и протянул привычные мозги. Но Чонгук не может ничего изобразить. Чувствовать тоже. Поэтому плакаты в поддержку зомби не вызывают у него ровным счетом никаких эмоций. Тэхён снимает капюшон на входе в очередную ночлежку и выдыхает восхищенно. «О, тепло!» «Мозги!» — соглашается Чонгук. «И это тоже», — не спорит Тэхён, оглядывая разношерстную публику. Он вообще очень неконфликтный. Всегда с Чонгуком соглашается, и даже если имеет собственную точку зрения по какому-либо поводу, предпочитает прислушиваться к чужой. Это приятно, наверное. Чонгук снова спотыкается об это, наверное, вечно мешающее прийти хоть к чему-нибудь, эмоционально окрашенному, и постепенно возвращается к более нейтральным размышлениям. Например, о сходстве и различиях. Тэхён ободряюще улыбается ему и тянет за собой к стойке регистрации. У него длинные тонкие пальцы, по 2 кольца на каждой руке, 8 сережек в руках. Чонгук иногда втихаря пересчитывает их, когда Тэхён спит. И короткие светлые волосы. Узкие бедра, худые ноги. Никакого сходства. Если бы кто-то сказал Чонгуку, что они братья, он бы очень сильно сомневался, если бы умел сомневаться. Да и не сказал бы ему никто ничего, просто потому что... «Это что, зомби?» — брезгливо морщится девушка за стойкой. «Зомби нельзя. Мы бережем репутацию нашего заведения». Чонгук прослеживает движение ее руки и упирается взглядом в соответствующую табличку. Зомби на ней прорисованы весьма графично, как и их угнетатели. Судя по всему, бороться за свободу несчастных нынче очень модно. Тэхён округляет глаза в притворном ужасе. «Да вы что? Какой же он зомби? Это мой брат!» Он хлопает Чонгука по плечу, слегка его сжимает и скорбно поднимает брови. «Не мой от рождения. Замерз, вот и бледненький.
Смотрите, какие ладони холодные. Он пихает Чонгукову руку в сторону девушки. Та смотрит недоверчиво, но хмуриться перестает. А лицо возвращает в привычное для администраторов состояние, равнодушное. К слову, из Чонгука получился бы неплохой администратор. Что-что, а рожу кирпичом он делает шикарно. Даже делать-то, в принципе, ничего не надо. Он снова отвлекается на размышления, пытается напрячь лицевые мускулы, но, как обычно, ничего не выходит. Собственное тело напоминает ему клетку, тесную и неудобную, в которой и сидеть тошно, и не вылезти никак. Тэхён забирает ключи и тащит его наверх. «Зомби», — хмыкает он, запирая дверь номера на ключ. «Подумаешь, как будто у нее есть что-то интересное для зомби». «Мозги», — подсказывает Чонгук. «Это вряд ли», — заходится Тэхён раскатистым густым смехом. Иногда Чонгук думает, что тот суперсильный колдун, который его проклял, обладал весьма специфическим чувством юмора. Какая ирония! Забрать память, чувства и эмоции, оставив лишь знания. Способность размышлять и делать выводы. Мозги. Иногда Чонгук думает, что никакого колдуна не было, и он просто как-то неправильно умер. Или вообще не умирал. Иногда Чонгук думает, что никакой предыдущей жизни у него не было тоже, и кто-то просто взял, да и впихнул его в этот мир. У него вообще много версий на самом деле, но ни подтвердить, ни опровергнуть не получается. По сути дела, он просто есть и все. В какие-то моменты это даже радует. Могло бы радовать, если бы он умел чувствовать. И еще его мог бы радовать Тэхён. Тоже, кстати, просто потому, что он есть. Мог бы радовать с того самого момента, как они встретились взглядами. Один пустой, один заспанный. В тени дерева посреди осинника. Чонгук ждал крика в ответ на мозги, а получил сонный привет. И просидел рядом до того самого момента, пока Тэхён не поднялся и не пошел в сторону города. А потом обернулся, вернулся и протянул руку, назвав свое имя. Имя это очень важно. Хотя бы потому, что это единственное, что осталось у Чонгука в памяти о прошлой жизни. У него есть имя. Значит, почти наверняка была жизнь. Кто-то же это имя дал ему. Как дал Тэхёну, когда он появился на свет. Чонгук мысленно произносит свое имя раз 40 в день, чтобы не забыть. А имя Тэхёна раза в 3 чаще. Просто. Хотелось бы сделать это вслух, но все, что удается, это мозги. Да-да, сонно бормочет Тэхён, не просыпаясь, гладит его по плечу. Спи. Тэхён знает, что Чонгук не может спать, но все равно каждый раз пытается уложить его и накрыть одеялом. Все должны спать ночью, зомби не исключение. У Тэхёна какие-то свои представления о мире, о зомби, о Чонгуке. Время от времени он ощупывает его, заглядывает в рот и даже в уши, будто пытаясь найти там что-то. Инструкцию какую-нибудь, например, ответы на все вопросы. Смысл жизни. Чонгук был бы рад, найдись у него за пазухой что-нибудь подобное. По крайней мере, от ответов он бы не отказался. Почитал бы про свою жизнь, про свое проклятие, если это оно, про способы его снятия и про то, почему он ходит Тэхёном как приклеенный. Впрочем, на этот вопрос он знает ответ. Или думает, что знает. Чонгук закрывает глаза и видит тот день, Тэхёна, идущего прочь, и чувствует это снова. Чувствует, как скучает. Это настоящая эмоция, живая, а не эхом отразившаяся в памяти. Он открывает глаза и переносится из прошлого сюда, в темную комнату, к Тэхёну, спокойно спящему рядом и нисколько не смущенному наличием зомби в своей постели. Жизнь не так уж и плоха. «Пойдем на ярмарку», — говорит Тэхён. Это изначально не вопрос, а утверждение. Он уже давно не пытается выспросить Чонгукова мнение,
Разве что иногда в шутку интересуется, что его привлекает в людях. Это такая оригинальная Тэхёнова игра, которую Чонгук поддерживает от нефиг делать. Тэхён задает вопрос, Чонгук ожидаемо отвечает. Мозги. Счастье, радость, хорошее Тэхёново настроение. Гармония в отношениях именно так и должна выглядеть, даже если один из вас зомби. За окном барабанит дождь. И Тэхён, пока доедает скудный завтрак, успевает сообщить об этом 3 раза. Один нейтральным тоном, оставшиеся 2 осуждающим, добавляя, что для февраля это весьма и весьма дерьмовая погода. Чонгуку на погоду плевать. Он наблюдает, как Тэхёнова челюсть двигается, перемалывая сэндвич, как розовый язык скользит время от времени между губ, смахивая крошки. И это увлекательно. И порождает массу вопросов. Например, какой сэндвич на вкус? Поделился бы Тэхён, если бы Чонгук не был зомби. Заказал бы 2. Как бы их общение вообще происходило, и как бы оправдалось то, что они вместе. Впрочем, сейчас оправдания Чонгуку тоже не найти. Он просто с Тэхёном. Тэхён просто с ним. Не рассказывает ничего о своей жизни, о своих планах. Топает вперед не пойми куда. Чонгука все устраивает. Ему в принципе все равно, куда идти. А если с Тэхёном, то вообще замечательно. Наверное. Он все еще не способен оценить что-либо подобное. Хотя уверен, если бы мог, сказал бы, что ему нравится. С Тэхёном интересно. Он тащит Чонгука через огромную площадь, заполненную людьми. Выискивает что-то в толпе, и это практически полное описание чонгуковой жизни, нынешней. Потому что о прошлой он почему-то ничего не помнит. Дождь никак не хочет заканчиваться. Колотит тяжелыми каплями по крышам палаток, по капюшону Тэхёна, по лицу Чонгука. И это, правда, довольно дерьмовая погода для февраля. Чонгук плетется за Тэхёном, с трудом переставляя ноги, и думает, что не прочь бы очутиться в тепле. Впрочем, это не имеет никакого значения. Тэхён оглядывается, хмурится, притягивает его к себе и надевает на мокрую Чонгукову голову капюшон, как будто он может простудиться и, скажем, заболеть. «Нашел!» — восклицает Тэхён спустя пару секунд игры в гляделки. Улыбается чему-то за Чонгуковым плечом и отпускает его руку. Стоит ему погрузиться в одну из палаток, Чонгук начинает скучать. Это приятно. Приятно чувствовать что-то. Он точно знает, что скучает. В состоянии определить именно оттенок чувства и наслаждается им почти с тем же удовольствием, с которым Тэхён утром наслаждался сэндвичем. Потрясающе. С одной стороны, отчаянно хочется продлить миг прозрения. С другой — тоска. Страшная штука, и Чонгука тянет следом, в недра полосатой палатки. «Гляди!» — громко шепчет рядом. «Зомби!» Чонгук поворачивает голову на звук, затем опускает. Если бы у него было чувство юмора, он оскалился бы и зарычал, потому что малышня перед ним явно ждет именно этого. «Боевой?» — спрашивает девочка. «Мозги», — соглашается Чонгук. «Самый боевой из всех». Мальчик недоверчиво наклоняет голову, пауза затягивается. «Папа говорит, что держать зомби...» Мальчик усиленно подбирает слова и повторяет чужое, явно понравившееся. «Бесчеловечно». Заколдовывать людей вообще бесчеловечно. Заколдовывать людей вообще бесчеловечно. Авторитетно соглашается девочка. Оба выглядят весьма нелепо. Чонгук поднимает голову, отворачивается и надеется, что его уход не выглядит бегством. Впрочем, по-настоящему надеяться он не умеет, поэтому это не важно. Даже на входе в палатку висит дурацкий плакат. Чонгук сминает его рукой, когда заходит. Совершенно случайно. Тэхён удовлетворенно кивает, обнаружив его рядом, и поворачивается к женщине, сидящей за столом. «Вот», — указывает он на Чонгука.
У женщины гадальный шар перед ним, а на столе глянец черной скатерти. Тихонова затея уже кажется дурацкой и лишенной логики. «Магия», — сообщает женщина хриплым басом. А если бы Чонгук мог скептично приподнять бровь, он бы не мешкал ни секунды. Зато Тэхён ни в чем себе не отказывает. Кто бы мог подумать. Закатывает он глаза и поворачивается к Чонгуку. Чуешь, в этой палатке отсутствует что-то важное. Ну, конечно. Мозги. Тэхён уходит вечером, оставив Чонгука в номере скучать. В прямом смысле. Он скучает. Это чувство переливается всеми цветами в его пустой коробочке чувств. Перетягивает на себя все внимание. Когда же Тэхён вернется? Чонгук стоит посреди комнаты, уперевшись стеклянным взглядом в стену, и анализирует. Хоть на это он способен. Что именно может означать всепоглощающее чувство тоски по кому-то? Колдун ошибся и забрал не все? И почему именно тоска? Если бы у Чонгука было больше исходных данных, он давно бы ответил на эти вопросы. Но вся его прошлая жизнь скрыта завесой тайны. А в памяти ничего, кроме имени. За что можно лишить человека чувств и оставить одно, будто в насмешку? Кем надо быть, чтобы превратиться в зомби едва дожив до 20? Чонгук не уверен, что ему 20. Но, судя по вполне развитому телу, не 16 точно. Впрочем, в этом безумном мире бывает всякое. Тэхёнову точно 20 с лишним. 23, 25. Он ни разу не упоминал точный возраст, иначе Чонгук бы запомнил. Тэхён вообще много чего не упоминал. И это еще пачка вопросов. Чонгук живет с ними. Очень тесно, с каждой связан и думал над ними не раз. Но основное все-таки волнует больше всего. Волновал бы, если бы мог. За что? Тэхён влетает в номер без стука. Правильно, чем может быть занят Чонгук. И подскакивает к нему в 3 длинных прыжка. Хватает за ворот куртки, тянет на себя, без предупреждения впиваясь в губы губами. Они теплые. Чонгук чувствует их. Теплые на контрасте с чонгуковыми, почти горячие. Тэхён замирает, вцепившись в Чонгука. Чонгук перестает скучать. И больше ничего. Было бы здорово, наверное, как-нибудь отреагировать. Ладно, вздыхает Тэхён, отодвигаясь. Попробовать стоило. Поцелуй настоящей любви, ворчит он, стаскивая с себя куртку и бросая на кровать. Как в сказках. Дур какая-то, а не ведьма. Чонгук наблюдает за его метаниями, отслеживает малейшие движения. Губы все еще жжет. За окном смеркается в момент, как будто кто-то мажет кистью с черной краской по небосводу. Тэхён опускается на кровать, складывается весь, превращаясь в комок обиды. «Я вообще не понимаю», — сообщает он, и вздыхает снова. Тишина в комнате почти ощутима. «Сядь, пожалуйста», — просит он. Чонгук садится. Он в принципе готов сделать что угодно, лишь бы Тэхён не грустил. Погрустил бы за него, если б мог. «Не понимаю», — повторяет Тэхён. «Ты там у себя в голове понимаешь что-нибудь? Я знаю, что ты думаешь и мыслишь, уверен. Но ты помнишь что-нибудь? Почему ты идешь за мной? Почему я иду с тобой? Зачем мне вообще все это?» Если бы мог, Чонгук задержал бы дыхание. Потому что сейчас, кажется, получит ответы несколько вопросов. Но он не может реагировать. Да и дышать вроде как тоже. Поэтому просто слушает. «Я же гулял», — признается Тэхён. «Ну, знаешь, просто так, без какой-то цели. Решил, что мир посмотрю, и пошел смотреть. От мастера ушел. К нему за зельями из других стран приезжают, а я уехал. Дурак, наверное. Он бы точно мне помог. Он классный». Тэхён бросает на Чонгука мутный взгляд сквозь длинные ресницы, наклоняется и прижимается щекой к его плечу. «Ты мне понравился сразу.
шепчет. Тупо, да, втрескался в незнакомого зомби. Он смеется тихо. Двигается ближе, и Чонгук улавливает крепкий и терпкий запах настойки. Очевидно, Тэхён не нашел помощи в городе и попытался напиться. Если бы Чонгук мог, он бы обнял его и как-нибудь утешил. Сказал бы, что все это не важно и не страшно, что жить можно и так, особенно если с Тэхёном. Потому что Чонгук скучает уже в любое время, даже когда Тэхён сидит вот так рядом и, кажется, вообще заснул. Если бы Чонгук мог чувствовать, его сердце наверняка бы разрывалось от нежности. Если бы. Иногда ему кажется, что колдун вообще не забирал ничего, а просто затолкал поглубже и запечатал. Потому что эмоции, чувства, вот они. Только руку протяни. Но связь с ними разорвана. Чонгук знает, как они называются, что было бы уместно в данном случае, но испытать не может. Насколько тонка грань между чувствовать и хотеть чувствовать. Чонгук очень бы хотел чувствовать что-нибудь вроде любви. День сердца все-таки. Самое время. Тэхён вздрагивает во сне, сползает с плеча Чонгука и падает тяжелой головой на его колени. Мозги. Тянет с какой-то безграничной нежностью и причмокивает. В окно снова с разбегу врезается дождь. Отвратительная погода. «Давай узнаем друг друга получше», — предлагает Тэхён. Они сидят в ванной, наполненной до краев, друг напротив друга, голые. И это было бы странно, даже если бы Чонгук не был зомби. А так еще страннее. «Я буду называть букву», — объясняет Тэхён. «А ты мычи или там про мозги говори, если она есть в твоем имени. Ты же помнишь свое имя?» «Мозги», — соглашается Чонгук. «Отлично, поехали». Первая буква произносится им мягко, задумчиво, так же, как скользит по чонгуковой груди мочалка. Все правильно, зомби тоже надо мыться. Но от понимания этого факта происходящее понятнее не становится. Ванную комнату наполняет пар, и Тэхён в нем выглядит нечетким, размытым, как пейзаж за окном, щедро приправленный ливнем. Чонгук вслушивается в буквы и фиксирует каждое движение Тэхёновых рук. Кожа под мочалкой горит огнем. Пряди Тэхёновых волос липнут к лбу, к вискам, тяжелые и темные на концах. Наверное, обычные люди не ведут себя так с личным зомби. Все, что сделано магией, вуду и прочей ересью, изначально вызывает страх и отторжение. Зомби, конечно, идеальные рабы, но даже таких, полностью подчиненных воле хозяина, предпочитают держать в узде. Тэхён неправильный хозяин, а Чонгук неправильный зомби. Все честно. Чонгук. Пробует Тэхён его имя на вкус. Мне нравится. Его рука замирает. Мочалка тонет в мыльной пене, а ладонь накрывает Чонгукову грудь. То место, где должно биться сердце. Оно стучит. Чувствуешь? Тихо, почти не слышно, но стучит. Ты живой. Его голос срывается, окунается в тишину и выныривает с новыми словами. И такой красивый. Чонгук замечает, что не дышит. И что до этого, оказывается, все-таки дышал. Тэхён ворочается во сне, но, прижавшись к Чонгуку, сразу успокаивается. Вся чонгукова жизнь в последнее время состоит из этих странных ночей, из попыток докопаться до истины, перерыв все внутри себя и из тоски. Он скучает по Тэхёну с безумной силой. Весь состоит из этой болезненной эмоции, и каждый раз, пытаясь ее проанализировать, натыкается на робкую и неуверенную мысль. Это точно тоска. Откуда ему знать, как именно ощущается скучание по кому-то, если он лишен возможности сравнить? Как можно скучать по человеку, даже когда он рядом так близко, что, кажется, ближе уже некуда? Насколько похожи вообще опции скучать по кому-то?
и, например, любить. Какова вероятность того, что Чонгук, не сумев верно определить свои чувства, выбрал для них наиболее нейтральное объяснение? Или того, что изначальная тоска, привязанность к симпатичному и не прошедшему мимо человеку переросла во что-то еще? И чувства Чонгука в копилке теперь целых два. Они сложные, трудно перевариваемые, тяжело дающиеся. Он не может найти ответ. И спросил бы, но Тэхёну слишком долго придется перебирать буквы. «Ты чего?» В темноте Тэхёнова глаза будто светятся. Чонгук замирает, пытается понять, как это вообще возможно. Как Тэхён мог почувствовать волнение и противоречие, набившие пустую Чонгукову голову? Как он вообще может быть таким чутким в одностороннем порядке? Все в порядке, Чонгуки. Все было бы в порядке, если бы они встретились не при таких обстоятельствах. Чонгук говорит: мозги. Они выходят из города на рассвете. Плакат у ворот сорван. День сердца закончился так же, как и другие менее примечательные дни. Если бы Чонгук мог, он бы почувствовал легкое разочарование. Но он не может. А потому просто переставляет ноги, вцепившись в Тэхёнову теплую ладонь. Они идут обратно. Тэхён так сказал, и почему-то Чонгуку кажется, что их путешествие закончится там же, где началось. Тэхён оставит его под деревом, уснет. Время повернется вспять и пойдет своим ходом снова, но уже в правильном направлении. Они никогда не встретятся. Чонгук никогда не будет ни по кому скучать. Он уверен, случись с ним другой человек, такого эффекта не было бы. Дело в Тэхёне. Все дело в нем. И каково себя чувствовать рабовладельцем? Круто, отзывается Тэхён, даже не успев обернуться. За воротами, оперевшись о кирпичную стену, трое незнакомых им людей, очевидно, ждут кого-то. Кого-то, кто первый выйдет вместе с зомби, которых они так отчаянно стараются защитить и спасти. Чонгук скользит взглядом по одинаковым нашивкам на рукавах незнакомцев и почти уверен, умей он чувствовать, сейчас был бы ощутимо раздражен. «Тебя мама не учила, что рабы — это плохо?» Тэхён улыбается. Но это совсем другая улыбка, не подходящая ему, настороженная и нервная. «Тебя мама не учила», — передразнивает он, «что к незнакомым людям надо обращаться на «вы». «Но мы знакомы», — кривится в оскале чернявый парень и подходит ближе. «Точнее, сейчас познакомимся». Чонгук заступает ему дорогу непроизвольно. Он еще только начал думать о том, что Тэхёну грозит опасность, а тело уже перестроилось в боевой режим, приготовилось защищать и убивать. «Ребята», — Тэхён говорит осторожно, цепляется за край Чонгуковой рубашки, не позволяя напасть первым. «У нас тут немного другая ситуация. Давайте разойдемся мирно. Он со мной по своей воле. А у вас наверняка есть дела». «Мозги», — соглашается Чонгук. Тэхён хихикает совершенно неуместно и выплевывает внезапно злое. «Это вряд ли». Чужая ярость ощущается так же четко, как Тэхёновы пальцы на запястье. Чонгук уже готов к липкому и красному на своих руках, но ситуация непредвиденно сворачивается, схлопывается в звенящей тишине и превращается в ничто. Чернявый всплевывает на землю в опасной близости от Тэхёновых сапог и обещает: «До встречи». «Счастливо», — кивает Тэхён. А потом долго стоит без движения, глядя им вслед. Чонгук почти готов поверить, что он внезапно уснул или впал в транс. Но Тэхён вздыхает и оборачивает его к себе за плечи, заглядывая в глаза. «Если на нас кто-нибудь нападет, не надо его убивать». У него голос ровный, уверенный голос такой, какой бывает у учителей или родителей, наставляющих неразумные чада. У тебя от этого будут проблемы.
Не представляешь, какого масштаба. Чунгук представляет. Знания в его голове позволяют оценить, что ждет зомби, набросившегося на человека. И это далеко не снятие чар. Но это же Тэхён. Как будто его можно просто взять и оставить в беде. Как будто его можно просто оставить. Не люблю, когда так. Тэхён возвращается в привычный образ бестолкового и симпатичного парня. Треплет Чунгука по щеке и тащит за собой, снова взяв в плен его ладонь. У них благие намерения. Но любое благое намерение, возведенное в абсолют и приправленное злобой, превращается в дурость, в большие беды. Любые фанатичные попытки организовать мир заканчиваются войной. Понимаешь? Мозги, хрипит Чунгук. Он правда понимает. Тэхён хмыкает и мотает головой. Нет, чего-чего, а мозгов у фанатиков не водится. Сколько ни ищи. После встречи за воротами Чунгук никак не может сосредоточиться. Они идут целый день. К вечеру устраиваются на ночлег в лесу, хоть ближайший город всего в паре переходов. Это доказывает, что Тэхён нервничает тоже. Он не подает виду. Долго скачет вокруг костра, пытаясь обустроить их весьма скудный лагерь. А потом не может уснуть, вглядываясь в черное небо, сжатое по бокам кронами деревьев. Игра в буквы повторяется. Чунгук увлеченно караулит их одну за другой. Тэхён нанизывает каждую, словно бусы. Впрочем, результаты весьма однообразны. Не помнишь. Подводит Тэхён итог очередного раунда. Не помнишь. Повторяет через 10 минут. Не помнишь. Грустнеет на глазах. У тебя абсолютно ничего нет в памяти. Но ты многое знаешь, да? Ты знаешь слова, знаешь буквы, стороны света и много-много всего. Я проверял, не удивляйся. Скажи. Он молча подыскивая правильную формулировку, а потом зависает снова, уперевшись взглядом в небо. Чунгук в это время сканирует кусты, но ничего подозрительного не обнаруживает. Он чувствует слежку, опасность, но либо она далеко, либо отлично маскируется. Как бы то ни было, напасть внезапно Чунгукам не позволит. «Скажи», — повторяет Тэхён, — «почему ты мне веришь?» Чтобы ответить на этот вопрос, им придется собрать целый ворох словесных бус. Я понимаю. Взгляд Тэхёна ласковый и теплее костра. Это сложно. Но писать ты не можешь. Мы же пробовали. Рисовать тоже. Может, все-таки... Он нанизывает букву. Чунгук ищет в себе ответы. Весь алфавит проходит впустую. Тэхён долго молчит, устраивается головой на Чунгуковых коленях, рассматривает его подбородок как что-то очень интересное, а потом предлагает. «Я тебе нравлюсь». Здесь нужны всего 2 буквы. Он находит их быстро. Тэхён переваривает информацию, неосознанно наглаживая колено Чунгука, а потом, закончив обработку, выдыхает на грани слышимости. «Прости». Когда тишина становится неистерпимой, добавляет. «Я зря таскал тебя в город. Надо было сразу к учителю. Понятно же, что ты особенный, и обычные шарлатанки не способны разобраться в твоей проблеме». Он подкидывает пару веток в костер, едва сумев до них дотянуться, но вставать не собирается, и замолкать тоже. «Мне просто хотелось побыть с тобой, понимаешь? Если вдруг он расколдовал бы тебя». Нет, не так. Если бы не расколдовал. А так остается надежда. И я, наверное, просто боюсь, что мы не сможем. Что ты останешься таким. Я хочу узнать тебя другим, понимаешь? Мы не очень долго знакомы для таких признаний, да? Единственное слово, которое в состоянии произнести Чунгук, может все испортить, поэтому он молчит. На самом деле нет. Дело не в продолжительности знакомства. Есть вещи, которые нужно всего пару минут, чтобы успеть случиться.
Когда они останавливаются у того самого дерева, Чонгук чувствует совершенно иное. И ему страшно. Тэхён говорит: «Садись», гладит его по голове, просит: «Жди здесь». Обещает: «Я скоро приду». Объясняет: «Мне нужно поговорить с мастером, а в городе может быть опасно». Признается: «Я боюсь». Чонгук тоже боится. И это жуткое ощущение заставляет его молчать, воспринимать информацию и даже не пытаться отправиться следом. Если Тэхён уйдет сейчас и не вернется, он станет просто зомби, тупым и ничейным. Будет сидеть здесь, под этим деревом, пока не врастет в него всем телом, не сплетется с корнями намертво. Его нелепая сказка без начала может остаться без конца. Даже не счастливого, а просто. «Не бойся», — снова будто читает его мысли Тэхён. «Я быстро». Но успевает отойти только пару шагов. Чонгук сначала замечает арбалет, а потом руку, его держащую. Чонгук сначала срывается с места, а потом думает, что вот это и есть конец его сказки. Тэхён кричит. Первая жизнь Чонгука заканчивается, когда абсолютно незнакомая девочка признается ему в любви. Он вообще не уверен, что в 13 лет надо что-то знать о любви. Но девочка, видимо, считает иначе. У Чонгука совершенно хреновое утро. Дурацкий день и несбывшаяся мечта — уехать в большой город и стать чем-то более значимым, чем малолетняя сирота. Его просто не отпускает нынешняя семья. Он мог бы сбежать, но, собственно, попытка прервана в самом начале. «Ты мне очень нравишься», — говорит девочка. А Чонгуку нравятся закаты. Запах скошенной травы и добиваться всего своим трудом. Но девочка ему не нравится. Ни это, ни девочки вообще. Мальчики, впрочем, тоже. Чонгуку все еще 13, а в это время ни о какой любви не может быть и речи. Поэтому он просто отвечает: «А ты мне нет», и пытается ее обойти. Девочка заступает ему дорогу. Очень не кстати вспоминается, что в их деревню приехала ведьма. Но Чонгук успокаивает себя тем, что ведьма не может выглядеть младше него и ходить в стоптанных дырявых ботинках, а еще в старой линялой юбке. Для ведьмы это не солидно. Про ученицу ведьмы Чонгук не вспоминает. Он умеет многое. Знает еще больше, но чувство самосохранения в его арсенале качеств отсутствует напрочь. «Это грубо», — говорит девочка, снова заступая ему дорогу. Чонгук ее стесняется. Общение со сверстниками — это вообще его большая проблема. Хотя проблемой не может быть то, чего нет. «Ты мне мешаешь», — хмурится Чонгук и пытается обойти ее с другой стороны. «Ты бессердечный», — возмущается девочка. А глаза у нее красные. Щеки тоже. И сейчас, кажется, в ход пойдет самое мощное девочковое оружие — слезы. Чонгук еще не знает, что у ведьм, пусть даже будущих, самое мощное оружие совсем не это. Он говорит еще что-то, она тоже. Что-то про глупость и недальновидность, про незрелость и чувства, которых нет. Это слишком взрослый разговор для двух подростков, и Чонгуку он откровенно не нравится. Он уходит в глухую защиту, только огрызаясь, стараясь задеть больнее. Девочка наступает. «Купи себе совесть!» — кричит. «Купи себе мозги!» — получает в ответ. В приемной семье у Чонгука 6 братьев, и учить их манерам родителям просто некогда. Да и не нужны в деревне манеры, конечно же. Тучи сгущаются над крышами домов, подтверждают Чонгуково опасения. Происходит что-то не очень хорошее. Что-то похуже, чем плохое настроение и испорченная мечта. «Мозги?» — переспрашивает девочка. «Мозги», — соглашается Чонгук. А потом падает замертво, успев только удивиться, насколько тонкие у девочки пальцы,
и насколько неуместно на них смотрятся завитки молний. Вторая жизнь Чонгука начинается с непонимания, а также с полного одиночества и отсутствия эмоций. С попытки сказать хоть слово, хоть звук выдавить из ссохшейся будто бы груди. Получается только хриплое. Мозги. В памяти пусто. Кто они? Это его жизнь не странная и пустая. Он несколько лет блуждает по миру, по лесам, по полям и шарахается от людей. От животных, от всего, что способно причинить ему вред. Или пострадать от его рук. Чонгуку, очевидно, нужна помощь, но нет никого, кто бы мог ее оказать. Это очень нехорошая жизнь. Она угнетает. Пока в ней не появляется Тэхён. Не рассказывает много разного. Не хватает за руку, не ведет куда-то, а потом еще куда-то. Он не затыкается ни на секунду. Смеется над богатым чонгуковым словарным запасом и поясняет, что зомби способны запомнить только последнее сказанное перед проклятием слово. «Кому же ты про мозги говорил?» — любопытствует Тэхён. Если бы Чонгук знал, он бы с радостью ответил. Наверное, его вторая жизнь все-таки начинается вот здесь, а не ранее. Начинается с Тэхёна. Потому что до этого было существование. Попытки выжить и попытки умереть по-настоящему. Много разных попыток. Но начало вот здесь. И конец тоже неподалеку. Вторая жизнь Чонгука заканчивается дырой в груди, шквалом эмоций, раздирающих голову. Тэхёном на коленях перед ним мир почему-то лежит на боку. Тэхён плачет. «Тэхён», — хрипит Чонгук, — «перестань». С Тэхёнова подбородка на его нос шлепается тяжелая горячая капля. Третья жизнь Чонгука начинается с боли. С такой боли, что он орет, не успев даже открыть глаза. Болит что-то в груди, острое и твердое, как арбалетный болт. Сквозь дрожащие ресницы он видит оперение толстого древка, уходящее куда-то вглубь. «Держись, пожалуйста, Чонгуки», — просит Тэхён. И Чонгук держится. Цепляет его за руки, за плечи, сжимает зубы, чтобы снова не орать, пока чужие незнакомые пальцы надламывают древко и дергают со всей силы. «Прекрати реветь!» — рявкает кто-то совсем рядом. Чонгук успевает зацепиться взглядом за густую седую бороду. «Дом затопишь!» Тэхён шмыгает носом и послушно замолкает. Наклоняется к Чонгуку, шепчет ему в ухо страшные вещи. «Если ты умрешь, я тебя все равно подниму. Найду крутых магов и подниму. Все деньги, накопленные на это, потрачу. Ты опять будешь зомби. Только совсем. Не придурком заколдованным, а прям вообще». Он не удерживает голову, стукается лбом о Чонгуково плечо. И это, между прочим, больно. Ну, так круто. Тэхёна колотит. Напряжение передается Чонгуку. Огромное количество эмоций носится туда-сюда между ними, будто по открытому каналу. «Понял», — хрипит Чонгук. «Понял. Я тоже тебя очень, очень. Не знаю, когда успел». Тэхён обнимает его голову. Баюкает на руках осторожно. Чонгук слышит, как громко и нервно стучит его сердце. «Да уж, действительно», — бормочет Тэхён. «Когда? А главное, за что?» «За мозги». Улыбаться больно, но очень хочется. «За что же еще? Я же сразу тебе сказал».